Советская легенда. Ту-95. Стратегический бомбардировщик. Ему уже 70 лет, но он все еще говорит «я здесь». Его ровесники давно заняли место в музеях, а Ту-95 словно заявляет «вы не можете от меня отказаться». Но что делает этот самолет таким незаменимым? Почему машина, созданная 70 лет назад, до сих пор активно используется? В эпоху реактивных истребителей, как Ту-95 продолжает бросать им вызов, и каким образом он все еще способен конкурировать с современными боевыми самолетами. Сегодня мы вместе найдем ответы на все эти вопросы. Прежде чем мы начнем, если вы хотите видеть больше познавательных видео об авиации, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Приятного просмотра. Ту-95 разгоняется до 920 км в час. Это самый быстрый самолет с винтами за всю историю. Его лопасти крутятся настолько быстро, что их концы пробивают звуковой барьер. Да, винты летят быстрее звука. Что получается? Такой рев, что его слышат подводные лодки под водой на глубине 100 метров. Американцы назвали его «Медведь» именно за этот страшный звук. Без дозаправки он пролетает 15 тысяч километров. Представьте, от Москвы до Нью-Йорка, туда и обратно, на одном баке. Ни один реактивный бомбардировщик 1950-х не мог столько пролететь. У него 4 мотора с винтами. Каждый мотор, как 200 машин вместе взятых по мощности. Главный плюс — он жрет топливо в 3 раза меньше, чем реактивный самолет. Пока современный американский бомбардировщик сжигает тонны керосина, Ту-95 летит экономно и дальше всех. Винты работают лучше реактивных моторов на небольших скоростях. Ту-95 может 12 часов подряд летать низко над океаном, патрулируя территорию. Россия использует его для 3 дел. Первое. Он стреляет крылатыми ракетами. Эти ракеты улетают на 5500 километров, почти как от Москвы до Лондона. Самолет вообще не подлетает близко, запускает ракеты издалека. Вражеские истребители просто не успевают его поймать. Второе дело. Он патрулирует над океанами по 15 часов, летает вдоль границ стран НАТО. Появляется у Аляски, у Британии, у Норвегии. Каждый его вылет заставляет противника поднимать свои истребители, включать радары, тратить деньги и нервы. Третье дело — показать силу. Когда огромная махина с крыльями в 50 метров пролетает рядом с военным кораблем, это впечатляет. Ту-95 видно за километры, его слышно издалека. В отличие от невидимки стелса, медведь показывается специально. Вот он я, смотрите. Вот интересная цифра. В 2023 году Ту-95 сделал 85 вылетов к границам НАТО, и каждый раз британцы, норвежцы или американцы поднимали свои истребители сопровождать его. 1 час полета современного истребителя F-35 стоит $35 тысяч. Получается, Ту-95 заставляет врага тратить миллионы просто на сопровождение. Алюминиевый корпус длиной 46 метров, как 15-этажный дом, если его положить. Внутри 7 человек экипажа. Весит при взлете 188 тонн, как 40 слонов. Может нести 20 тонн бомб и ракет. Но главное не в этих цифрах. Советские инженеры построили его так, чтобы можно было чинить и улучшать снова и снова. Они сделали корпус очень прочным, он служит по 60 лет. Американцы со своим Б-52 сделали точно так же. Крепкий корпус, а внутри меняет все, что нужно. Снаружи старый самолет 1950-х, а внутри техника 2020-х годов. Вместо старых стрелок и лампочек — цифровые экраны. Вместо компаса — спутниковая навигация, как в вашем телефоне. Радар видит цели за 400 километров, дальше, чем от Москвы до Твери. Стоят системы, которые глушат вражеские ракеты. Компьютер сам понимает, откуда опасность, и включает защиту. Представьте, старому дедушке вставили молодой умный мозг. Самое важное, теперь он носит современные ракеты. Ракеты с ядерными боеголовками, обычные ракеты, ракеты против кораблей. Старый самолет стал летающей пусковой установкой для точного оружия. У американцев есть Б-52, он того же возраста, но у него реактивные моторы, он летает на меньшее расстояние и жрет больше топлива. Американцы тоже используют старые самолеты, потому что новый бомбардировщик Б-21 стоит $700 миллионов, цена как у маленького завода. У Китая есть Хун-6, они скопировали старый советский самолет. Он хуже Ту-95 во всем. Летает вдвое меньше, медленнее, везет меньше груза. Есть новый российский Ту-160, он быстрее и сильнее, но его делать очень дорого и сложно. Один Ту-160 стоит как 5 Ту-95. Вот поэтому старый «Медведь» и летает до сих пор. Моторы с винтами экономят на 40% больше топлива. На 10 тысяч километров Ту-95 сжигает 70 тонн керосина. Реактивный самолет сожрал бы 120 тонн. Эти 50 тонн разница, можно взять больше ракет или улететь дальше.
Винты работают эффективнее на скоростях до 900 км в час, а именно на такой скорости и летает патрульный бомбардировщик. Зачем гонять в 2 раза быстрее звука, если задача — долго летать и нести ракеты? Обычная миссия выглядит так. Взлетает с аэродрома в центре России, поднимается на высоту 10 километров, как пассажирский лайнер, летит к точке, откуда стрелять ракетами, это 3000 километров пути, выпускает 8 крылатых ракет, разворачивается и летит домой. Всего в воздухе 12 часов. Враг видит Ту-95 сразу на радарах. Большой самолет не прячется. Но сбить его трудно. Первое. Он летит над нейтральными водами, не нарушая границы. Второе. У него защита от ракет. Третье. Стреляет своими ракетами так далеко, что вражеские ракеты до него не долетают. Ту-95 уязвим для современных истребителей. Скорость 920 км в час — это медленно для 2025 года. Современный истребитель догонит его за пару минут. Если его не прикрывают свои истребители или он залетел в зону, где много ракетных установок, его легко сбить. Его видно на радарах за 500 километров. Самолет огромный, как пятиэтажка, не спрячешься. Враг всегда знает, где он летит. Пушки для защиты устарели. Они хороши против истребителей 1960-х годов. А современные ракеты атакуют с расстояния 200 километров. Пушки до них не достанут. Главное — цена. Час полета Ту-95 стоит $25 тысяч. Новый Ту-160 — $60 тысяч за час. Если сделать 100 вылетов за год, экономия $3,5 миллиона на один самолет. Надежность проверена 70 годами. Все проблемы давно известны. Механики знают каждую деталь. Запчасти делают на заводах серийно. Чинить просто, без сложных технологий. Он делает много разных дел. Носит бомбы, стреляет ракетами, летает на разведку, работает как ретранслятор для связи. Один универсальный самолет дешевле, чем несколько специализированных. Россия планирует использовать Ту-95 до 2040 года. Еще 15 лет минимум. Сейчас ставят новые моторы, улучшают электронику, меняют системы связи. Самолеты проходят капитальный ремонт, им продлевают жизнь на 15 лет. Можно было бы строить новые бомбардировщики, но Ту-160 делают очень медленно, всего от 1 до 2 самолетов в год. Совсем новый бомбардировщик ПАК-Да пока только на чертежах. Вот Ту-95 и затыкает дыру между старым и новым. Забавный факт. Некоторые Ту-95, которые летают сейчас, построили в 1980-х. Эти самолеты моложе пилотов, которые ими управляют. История Ту-95 учит важные вещи. Не всегда самое новое — самое лучшее. Иногда простая надежная конструкция, которую можно улучшать, работает лучше сложных, дорогих систем. Американцы делают то же самое со своим Б-52. Самолет 1952 года будет летать до 2000-го, почти 100 лет. Секрет простой. Крепкий корпус, а все внутри меняешь на современное. Моторы с винтами не устарели. Транспортные самолеты, патрульные, противолодочные, везде винты экономичнее и летают дальше реактивных моторов. Ту-95 доказал свою ценность 70 лет назад и доказывает сегодня. Винтовой бомбардировщик времен Сталина носит ракеты 21 века и работает наравне с современной техникой. Медленный и громкий самолет заставляет НАТО тратить миллионы, чтобы его сопровождать. Секрет его долгой жизни — умная инженерия с самого начала. Советские конструкторы построили машину с огромным запасом прочности, которую можно улучшать бесконечно. Результат превзошел все мечты. Ни один самолет той эпохи не дожил до наших дней в боевом строю. В следующий раз, когда увидите новость, что Ту-95 перехватили у чужих границ, вспомните эти факты. Этот ветеран холодной войны работает эффективнее многих современных самолетов. Иногда старое остается ценным не из ностальгии, а потому что реально работает. 70 лет в строю — это не музейный экспонат, это боевое оружие, которое продолжает удивлять весь мир. Если вы хотите больше информативных видео, подобных этому, не забудьте поставить лайк нашему видео и подписаться на наш канал. Эта поддержка, которая займет у вас всего 3 секунды, очень важна для меня. Заранее всем спасибо. Также не забудьте поделиться своими мыслями по этой теме в комментариях.